Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке вяжем с вами шопер. Для работы нам понадобится шнур. У меня это полиэфирный шнур 3 миллиметра. Но он такой, кстати, плотный, что я бы его даже больше записала в 4 миллиметра. Ну, для такого шопера вы можете использовать любой шнур 3-4 миллиметра. Я буду использовать два цвета. У меня вот такой вот терракотовый, этот моток около 200 метров. И вот такой, даже капучино, скажем так, цвет. Здесь около 150 метров. Так, еще у меня вот такие кожаные ремни по 60 сантиметров. И еще для работы нам понадобится крючок. У меня это номер 4. Вязать совсем несложно, поэтому с работой справится даже новичок. Итак, приступаем. Так, изначально мы с вами свяжем донышко, свяжем плотное дно. Смотрите, как мы его будем вязать. Делаем узелок и набираем 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плюс 1 петля подъема. Далее разворачиваем наше вязание. Будем вязать вот за эти перемычки. Первую пропускаем. Со второй начинаем провязывать просто столбики без накида. За каждую перемычку. Первый ряд, со второго ряда покажу, как вяжется плотный узор. У меня на канале уже было несколько видеоуроков. Я много раз показывала, как я вяжу донышки для сумок. Это самый простой проверенный способ, чтобы ваше дно было плотным. Вяжется очень просто. Итак, довязываем первый ряд. Далее делаем петлю подъема. И мы переходим, то есть мы будем использовать не полностью всю нашу петельку, а только заднюю полупетлю. Смотрите, берем за заднюю полупетлю и полупетлю предыдущего ряда. Мы здесь возьмем еще хвостик, вяжем. Итак, задняя полупетля и полупетля предыдущего ряда. И провязываем столбики без накида. Вот так вяжется второй и все последующие ряды. То есть мы, связав, мы сейчас задали ширину нашего донышка и вяжем в длину, сколько кому необходимо. Здесь это не имеет никакого значения. То есть я, когда свяжу, померяем сантиметром, сколько у меня будет донышко. У вас же может быть донышко любой другой длины. Так, провязываем полупетли. Полупетля текущего ряда и полупетля предыдущего ряда. Так, провязываем последнюю петлю второго ряда. Здесь уже с третьего ряда все намного проще. Вы просто делаете петлю подъема и опять же вот наша полностью петля, мы идем за заднюю полупетлю и за полупетлю оставшегося предыдущего ряда и вяжем столбики без накида. Таким образом у нас получается такое двойное полотно, от чего донышко наше будет достаточно плотным. Все третий и последующие ряды вяжем вот так, как я вам сейчас показываю. Полупетля и полупетля предыдущего ряда. Все остальные ряды вяжутся точно так же. Вяжем необходимую нам длину. Я когда свяжу, скажу, сколько у меня ширина, длина. И покажу, как перейти на стенки.
Да, еще не забываем, что последняя петелька, чтобы вы ее не пропускали. Вот мы сейчас дойдем до последней петли. Вот, смотрите, чтобы вы, вот здесь вот такая вот перемычка, да, и вот одна полупетля, вторая полупетля, то есть вы ее не пропустите. Все, опять же, петля подъема, и точно так же все ряды мы провязываем. Все, вяжем длину. Итак, смотрите, вот мое донышко, я практически его довязала. У меня здесь 55 рядов. Каждый ряд я считаю по вот этим вот перемычкам. С одной стороны 28 рядов, раз, два, три, 4 и так далее, да. С другой стороны 27 рядов, то есть просто считаем вот эти перемычки. 55 рядов. Последний 56 ряд я вяжу особым образом. То есть я опять же беру за заднюю полупетлю и полупетлю оставшегося ряда и провязываю соединительные петли. Так, беру полупетлю заднюю и полупетлю оставшегося ряда и вот таким вот образом провязываю соединительные петли. Это у меня последний 56 ряд, и дальше мы переходим на стенки. Все, довязали. Смотрите, скажу вам размеры, какие у меня получились. Ширина у меня получается 9 сантиметров. Длина моего донышка, ну, 31 сантиметр. Теперь мы переходим плавно на стенки. Итак, смотрите, по своей длинной стороне вязать мы будем за вот эти вот перемычки. Смотрите, да, и каждую четвертую, вот я себя отметила, в каждой четвертой петле, в каждой четвертой перемычке мы будем делать прибавку. Тогда наши петли гармонично распределятся. По прямой, здесь по короткой стороне у нас 10 косичек, здесь мы никаких прибавок, ничего не делаем. Мы просто вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В углах по одной петле провязываем. А по длинной стороне каждую четвертую вяжем за вот эти вот перемычки. Каждой четвертой делаем прибавку. Итак, переходим на нашу, переходим вязать. Смотрите. Так, вот наша последняя петля, да, мы ее вытягиваем. И через вот эту угловую перемычку мы ее вот сюда перетянули. Да, подтянули до нужного размера, опять же заходим под перемычку, вытягиваем петельку к себе и захватываем нашу вторую петлю. И таким образом мы провязываем первый столбик. Каким узором мы будем вязать? Это полустолбики накидом, с накидом, да, только вот смотрите, обычные полустолбики вяжутся вот таким вот образом. 3 петли на крючке и провязываем. А мы будем с вами вязать такие необычные столбики. Мы накид будем делать не так, а вот. То есть у нас нить идет над крючком, да. То есть вот делаем таким образом накид, идем за нашу перемычку, 3 петли на крючке и провязали. 3 петли на крючке, провязали. Вот такой незамысловатый узор. Там, где у нас маркер, у нас прибавка. То есть в каждой четвертой перемычке мы провязываем по 2 полустолбика с накидом. Я все равно их буду называть полустолбики. Провязали 2. Далее снова вяжем просто 3. Раз, 2, 3. Четвертый у нас стоит маркер. Вы можете ставить маркер, можете и так запомнить, что каждый четвертый у нас идет прибавка. Раз,
вот одну петлю и 2. Итак, вяжем по прямой, в каждой четвертой делая прибавки. Я вам покажу, как провязываем угол и как провязываем по короткой стороне. Итак, дошли до угла. Угол, вот тут хорошо видны эти перемычки. Мы провязываем вот таким вот образом. По прямой мы никаких прибавок не делаем. У нас здесь 10 вот этих полупетель. Мы их и провязываем. Провязываем 10, провязываем угол. И дальше у нас снова идут вот за эти перемычки вяжем. 1, 2, 3. В каждой четвертой делая прибавки. Вот у нас каждая четвертая. 1, 2, 3. Опять же четвертая. Так, дальше у нас опять угол. Мы вот за эту перемычку провяжем петлю. И с этой стороны у нас уже косички. Тоже их 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, а первая угловая у нас провязана. Вот это все довязываем. Я вам покажу, как перейти на новый ряд. Итак, я провязала первый ряд. У меня получилось 90 полустолбиков с накидом. Если считать вот по короткой стороне по 10 с одной, с другой стороны, угловые 1, 2, 3, 4, это уже 24. И по 33 полустолбика с накидом по каждой стороне, то есть 90 полустолбиков с накидом. У вас число может быть другим. Здесь число не имеет никакого значения. То есть для узора не важно, четное, нечетное количество петель. Это абсолютно все равно. То есть, но грамотно, чтобы у вас и по одной, и по другой стороне одинаковое количество было, это важно. Понятно. Тогда ваша сумочка не будет косить. Так, вытягиваем. Вот у нас первая была она угловая петелька, да, вытягиваем последнюю нашу петлю, заходим вот так вот под косичку между первым и вторым столбиком, вытягиваем нашу нить, делаем ее обычного размера, заходим под косичку с лицевой стороны и вытягиваем опять же нашу нить, захватываем вот эту вытянутую петлю и провязываем вот так вот первый столбик. Вот у нас первый столбик. Там, где место соединения, мы тоже будем провязывать петлю. Поэтому в конце ряда я вам покажу, как красиво ее провязать. Все остальные наши узор вяжем точно так же. Первый, второй, все последующие ряды. То есть нить захватываем вот так. Идем под косичку теперь уже и провязываем под косичку 3 петли на крючке и провязали наш полустолбик с накидом. Вот такой у нас получается узор. Итак, провязываем под каждую косичку узор. Я вам покажу, когда мы придем к концу ряда, как красиво провязать вот это место соединения и перейти на новый ряд. Итак, я довязываю второй ряд. Смотрите, предпоследнюю петлю мы провязываем как обычно, предпоследний столбик, а последний делаем накид вот так вот впереди. И из этих двух берем только одну нить, да, шнур. И вот здесь вот с изнанки. Для того, чтобы у нас вот здесь оставалась такая перемычка. Вот как везде у нас идет она в узоре, вот она как перемычка. Чтобы у нас не было видно место перехода, я делаю так. Вот это вот место перехода на новый ряд, да, мы провязываем здесь столбик, вытягиваем нашу петлю и переходим на новый ряд так, как обычно. То есть вот наша первая петля, наш первый столбик. Идем с изнаночной стороны под косичку, вытягиваем так, чтобы вот это место перехода было такое же, как и все наши петельки. Подтянули немного. Заходим с изнанки.
и провязываем. Все, вот наш первый столбик. Далее мы снова вяжем с вами, так как я вам показывала, вот такие вот полустолбики с накидом. И все. И каждый новый ряд мы переходим точно так же. Так, смотрите, вяжем. Сколько у меня будет рядов такого терракотового цвета, я вам скажу попозже. Буду вязать, посмотрим, буду прикладывать, мерить, сколько у меня клубочка еще останется. Как делать переход, я вам рассказала. То есть последнюю петлю провязываем, захватывая вот этот вот переход. Вот, оставляя нижнюю ниточку. Да? И все, я вам покажу, сколько будет у меня рядов такого цвета, и как перейти на новый цвет, тоже все покажу. И сделать отверстие для ручек. Итак, я провязала 17 рядов терракотового цвета. В сантиметрах это получается 18 сантиметров. И теперь буду менять нить. Так, смотрите, провязали мы последний столбик. Закрываем ряд еще терракотовым цветом. Ниточку нашу уже можно там обрезать, и хвостик мы спрячем. Сейчас мы ее обрежем. И берем наш второй клубочек. Смотрите, в эту петлю берем новую нить. Так, одна петелька у нас терракотовая, одна уже кофейная. Такой не кофейный, цвет капучино. И провязываем первую петлю. Все, вот эти хвостики, вот этот можно изначально вязать светлый, а терракотовый там уже внутри спрячете. Дальше столбики вяжем точно так же, как мы вязали с вами. И закрываем тоже точно так же, как я вам показывала. Вяжите, я скажу, сколько рядов у меня и в каких рядах мы будем делать петли для ремня. Итак, цветом капучино я связала 9 рядов. И далее я делаю отметки для того, чтобы сделать отверстие на наши ручки. То есть саму сумочку поделила наполовину. Всего, как я уже говорила там в начале, когда обвязывала донышко, у меня 90 столбиков. То есть чтобы от одного маркера до другого, включая вместе с той петлей, где маркер, было 45 петелек. У вас может быть это другое число, это, смотрите, я не знаю, какой у вас шнур, как вы вяжете, то есть здесь это не так уж и важно. От каждого угла откладываю 10 столбиков, ставлю маркер. То есть отсюда вовнутрь мы начнем вывязывать дырочки. Так, я уже начала вязать новый ряд, 10. Да, и не доходя до маркера 2 столбика, мы пропускаем 2 петли. Сейчас мы довяжем. Вот это я иду, вяжу в сторону моего первого угла. Так, вот остается у нас 2 непровязанные петли плюс петля, где маркер. Я делаю 2 воздушные петли, снимаю маркер, делаю накид, и там, где был маркер, провязываю свой полустолбик. Вот у меня получились такие отверстия. Мы с вами еще будем вязать следующий ряд. Вы же вяжете отверстия в соответствии с вашим ремешком. То есть я посмотрела, что пропустить 2 петли мне вполне достаточно, да, чтобы присоединить ручки. Вяжем к этому углу, дойдем еще до вот этого маркера, покажу все то же самое в обратном направлении. То есть я пропускаю по 2 столбика. Смотрите, дошли до маркера, провязываю туда, где был маркер, далее 2 воздушные петли,
2 столбика пропускаю и в третий провязываем снова наш полустолбик. И то же самое сделаем и доходя до этого маркера. То есть вот здесь мы провяжем столбик, 2 петли пропустим и снова столбик там, где маркер. То есть оставим вот такие отверстия для наших ремней. И то же самое останется еще с обратной стороны. Нам одно отверстие сделать. Вяжем до конца этот ряд. Итак, провязали ряд, в котором сделали отверстие. Вы сложите вашу сумочку, посмотрите, чтобы у вас ровно отверстие было под другим отверстием. Видите, у меня они совпадают. Вот, чтобы сумочка у вас была ровненькая и ремешки лежали друг на другом. Следующий ряд мы сейчас провяжем. Я сейчас дойду до этого места, где отверстие, покажу вам. Итак, подошли к тому месту, где у нас отверстие, и мы просто над этим отверстием провязываем 2 вот таких полустолбика. То есть мы же пропустили их 2 провязали. И далее вяжем наш узор. Точно так же проделываем над каждым нашим отверстием. Так, все, смотрите, провязала я этот ряд и делаю закрепляющий ряд просто соединительными петлями. Так, идем на новый ряд. Вот таким вот образом с изнаночной, так, с лицевой стороны заводим, берем вот эту петлю и просто под косичку. Далее мы идем соединительными столбиками. Так, я провяжу просто, чтобы край был такой более плотный. Вы же смотрите по желанию, но мне нравится так более такой законченный вид у изделия. Все под каждую косичку соединительными столбиками. Покажу, как закрыть последнюю. Когда провяжете весь ряд, покажу, как сделать последнюю петлю. Итак, смотрите, вот отсюда мы начинали наше вязание, да. Вот остается вот этот участок, то есть эту петлю мы не провязываем. У меня как раз таки шнур мой вот уже закончился практически. Все, я протягиваю нить и делаю последнюю красивую петлю. Захожу вот так вот под первую косичку, вытягиваю шнур. И вот здесь вот так заходим в серединку и все, вытягиваем этот наш шнур на изнанку. Сейчас спрячем хвостики, одену ремешки, покажу вам готовый результат. Итак, сумочка моя готова. Вот такой получился у меня шопер. Смотрите, ширина получается 36 сантиметров, высота без учета ручек 31 сантиметр. Вот такой получилось. То есть использовать можно 2 цвета, использовать можно не только 2 цвета, сколько угодно. Если была вам полезна, с вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.